Здорово, народ! Всем привет! В этом видео мы расскажем вам про устройство нашего ленточного фундамента, начиная с разметки его, заканчивая заливкой. Видео будет достаточно большое, чекайте тайм-коды в описании. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Поехали! В прошлый раз мы показали вам планировку нашего одноэтажного дома, показали, как мы размечаем фундамент, как приехал трактор, выкопал траншею, разровнял землю. Если вы это не видели, то вот здесь вот будет ссылка где-то. Сейчас я быстро расскажу вам про пирог нашего будущего фундамента. Будем делать мелко заглубленный ленточный фундамент высотой 700 мм, шириной 380. Все эти размеры берутся не из головы, их можно рассчитать по СНИПу и СП и по калькулятору. Все есть в интернете в открытом доступе. Фундамент будет передавать нагрузку от дома на наш несущий грунт. У нас прекрасное плотное основание – глина. И перед нами стоит задача защитить фундамент от разрушения. Будем делать утепленную отмостку, дренаж чуть ниже нашего фундамента, гидроизоляцию бетона и утепление цоколя. Утепленная отмостка не будет работать без утепленного цоколя. Также у нас будет подушка в основании фундамента, но почему она возникла, я расскажу чуть позже. В прошлый раз трактор выкопал нам траншею, убрал весь слабый грунт, докопал до плотного, до глины, но стенки получились немного неровные, кое-где больше, кое-где меньше. Поэтому первым делом мы натянули нитки по внутренней и внешней стороне, выровняли диагонали и по ниткам и отвесу начинаем равнять траншею. Когда забыл купить отвес. Пока мы копали траншею, мы нашли всякие интересные артефакты, например, немецкую хлорницу 1937 года. Также мы нашли специи, магия, тоже старинные. Короче, померили мы гидроуровнем стены насчет перепада высот, и оказалось, что одна стена ниже другой аж на 30 сантиметров. Это печально. Поэтому мы будем делать подушку из песка и щебня для крепости. Блин, это что за шерсть бабушки? В траншею укладываем термоскрепленный геотекстиль 150. Он пропускает воду, но не пропускает землю, песок и другие крупные частицы. Укладываем его на дно траншеи, чтобы защитить песок и щебень от грунта. Ну и приступаем к самому интересному. Укладываем первый слой песка 10 сантиметров, проливаем его водой и трамбуем его самодельной трамбовкой. Гидроуровнем и пузырьковым уровнем выводим слой песка в идеальный горизонт. И так еще 40 погонных метров ленты. Ну, вы поняли, что этой трамбовкой нереально нормально что-то затрамбовать, поэтому мы взяли, поехали и арендовали виброплиту. Начинаем сыпать щебень. И первый слой у нас идет небольшой, и мы его плотно утрамбовываем в песок, прямо вбивая его в него.
Боковые остатки геотекстиля мы укладываем на щебень и приступаем к сборке опалубки. Опалубку будем делать из доски 150 на 50, потом эта доска пойдет у нас на леса, прочие нужды, и будем ставить ее не внутрь траншеи, а на землю. Вырезаем дощечки 30 см и с их помощью крепим доски опалубки с шагом 70-80 см. Уровень земли и ширина траншеи у нас везде разная, поэтому пришлось ставить опалубку на доски и на другой конец досок ставить кирпичи в противовес, чтобы опалубка у нас никуда не рухнула. После установки внешней опалубки мы проверили диагонали, пришлось их немножко подкорректировать, и они у нас сошлись. Внутренняя опалубка у нас состоит уже из 3 досок, и вдвоем ее мы уже не осилим. И мы позвали на помощь ассистента. Внутреннюю опалубку тоже поставили и скрепили ее с внешней опалубкой временно верхними перемычками. Подпорные элементы опалубки мы будем делать таким образом. Вбиваем колышек на расстоянии 40 см, далее кладем снизу перекладинку, которая будет держать нагрузку от бетона с нижней части опалубки, и прибиваем также диагональ, которая будет держать нагрузку от бетона в верхней части опалубки. Также эта верхняя диагональ будет выравнивать нашу опалубку в тех местах, где она у нас получилась кривая. Разложили мы все элементы крепления нашей опалубки, забили колышки и с помощью нитки и уровня устанавливаем нашу опалубку ровно. Наконец-то в нашем арсенале появился аккумуляторный шуруповерт от Works. Шуруповерт этот умеет закручивать саморезы, сверлить и работать с пульсацией. Функция битлок позволяет быстро снять биту и также быстро поставить новую. Больше не нужно выбирать силу затяга, потому что шуруповерт сам остановится, когда саморез завинчен до конца. Больше никаких проводов, потому что шуруповерт работает на универсальном аккумуляторе PowerShare. Аккумулятор универсальный подходит для всех инструментов Works. Например, в мастерской его можно использовать как на шуруповерте, так и на реноваторе, а в саду его можно использовать как на триммере, так и на кусторезе. Аккумулятор использует ячейки Samsung и Sony, а корпус его выполнен таким образом, что он легко отводит тепло. Аккумулятор со временем не теряет свою емкость, у него низкий уровень саморазряда. Если приобрести комплект зарядка плюс аккумулятор, то в дальнейшем можно покупать технику без аккумуляторных батарей. Все подробности по ссылке в описании, там же промокод, но мы продолжаем. И после того, как мы поставили опалубку, мы поняли, что траншею нам выкопал тракторист криво. Где-то она шире, где-то она уже. Там, где она уже, это неплохо. Мы просто подровняли это лопатой. Но там, где она была слишком широка,
Пришлось восстанавливать землю, пришлось ставить подпорку, трамбовать землю, проливать ее. Это заняло у нас очень много сил и времени. И вот в этот момент мы поняли, что это наша самая главная ошибка, потому что нужно было не копать траншею трактором, нужно было, чтобы трактор просто снял верхний слой земли, после чего надо было ставить опалубку на этот слой земли и уже копать траншею вручную. Мы бы выкопали бы ее гораздо быстрее, надежнее, ровнее, без всяких проблем. Либо можно было выкопать траншею шире и ставить опалубку прямо внутрь. Но так как древесина стоит дороже, чем стены нашего будущего дома, мы решили восстановить землю там, где это было нужно. Мы потратили очень много времени, чтобы завести землю под нашу опалубку, чтобы все выровнять, чтобы ничего не обваливалось, трамбовали постоянно землю, проливали ее водой. После восстановления земли мы приступаем к гидроизоляции нашего фундамента. Будем использовать 150-ю полиэтиленовую пленку. Она защитит фундамент от прямого контакта с водой. Пленку будем крепить степлером прямо к опалубке. Это же сохранит наши доски целыми от бетона. А стыки пленки я пройдусь скотчем. Ну и приступаем к утеплению цоколя. Это удобно сделать заранее, чтобы потом не раскапывать весь фундамент и не утеплять это дополнительно. Будем использовать ЭППС 40 мм и плиты уложим по всей внешней стороне ленты. Чтобы наш пенопласт не отклеился от фундамента, мы использовали вот такую вот насадку конической формы для нашего фрезера. Сделали различные дорожки там на пенопласте, собственно говоря, чтобы бетон туда затек и надежно держал его. ЭППС крепим к опалубке на саморезы с наружной стороны. Стыки ЭППС проходим пеной. По лазерному уровню маркером размечаем горизонт, верх нашей ленты. Все, траншею отровняли, опалубка стоит, гидроизоляция на месте, цоколь утеплен, можно приступать к вязке арматуры. Как рассчитать диаметр арматуры на нашу ленту? Вся информация есть в снипе, на него и будем опираться. Мы будем использовать схему с 4 стержнями. В правиле заявлено, что содержание продольной арматуры должно быть не менее 0,1% от площади сечения ленты. Звучит, конечно, ужасно, но на самом деле все просто. Площадь сечения ленты – это высота, умноженная на ширину, и делим все на 1000 по формуле. В нашем случае 700 мм умножить на 380 и получаем такое значение. Так как мы используем 4 стержня, ищем в таблице, заранее подготовленной великими людьми, наше значение. Нам подходит 10-я арматура. Но если длина прута больше 3 метров, то минимальный диаметр продольной арматуры должен равняться 12 мм. Все, вопросов нет, будем использовать 12-ю арматуру. Есть классный калькулятор для расчета арматуры не только по диаметру, но и количеству. Также там можно рассчитать опалубку и бетон. Диаметр хомутов мы выбрали в 8 мм, потому что по тому же самому снипу или калькулятору подходит от 6 мм. Соответственно, расстояние мы сделали тоже по калькулятору 400 мм между хомутами. Не нужно прикидывать это на выпуклый военно-морской глаз и делать там расстояние 1,20 м или метр между хомутами. Пользуйтесь документами, делайте все по нормативу, не надо этой вот. Да-да, то там я видел у соседа 1,20 м было, делай метр, все точно нормально будет. Дядя Вася так делал, там мой дед делал, там ага, да, и все стоит там они.
Купили мы арматуру гиб, который гнет арматуру до 12 диаметра. Собственно говоря, а потом мы соорудили специальное приспособление такое хитрое, с помощью которого можно очень удобно отрезать арматуру, размечать ее и гнуть ее. Теперь самое важное – углы. Мы выбрали метод ангировки углов с помощью Г-образных хомутов и лапки. Внешние пруты связываются Г-образным элементом, а каждый внутренний прут соединяется с соседним внешним с помощью лапки. А все нахлесты у нас будут составлять 50 диаметров арматуры. То есть 12 умножить на 50 – 600 миллиметров. Гнуть 12-ю арматуру — это вам не петушки по руб 50 по карманам тырить. Из обрезков всякой доски, что у нас здесь была, мы сделали такие П-образные подставки под арматуру и будем вязать ее с помощью крючка обычного и обычной вязальной проволоки. Вдвоем арматура вяжется достаточно быстро, не нужно использовать ни какие-то там шуруповерты для ускорения этого процесса. Все, в принципе, достаточно быстро и просто. Я довольна. Ты доволен? Перед установкой арматуры мы сделаем отверстие под канализационную трубу, вернее закладную под канализационную трубу 160 диаметра. Сейчас мы ее запеним, загерметизируем, чтобы бетон туда случайно не попал, и зафиксируем ее надежненько. Устанавливаем арматурный каркас в траншею и соединяем его уже внутри. Также соединяем все углы. Нарезаем немножечко пенопластовых кубиков для временной поддержки арматурного каркаса, чтобы он не соприкасался со стенками траншеи. А на дно мы положили кирпичные подставки.
Мы все-таки купили вот такие вот держатели арматуры специальные. Они явно понадежнее пенопласта и не дадут арматуре соприкасаться со стенками опалубки. И создадут защитный слой минимум 50 мм. Не забываем разметить верх нашего фундамента. Соединяем все метки, которые мы сделали по лазерному уровню. А разметку мы решили делать не ниткой, не саморезами, а маркером. Сегодня последние штрихи. Доделываем до конца, будем обсыпать опалубку. Там по мелочи всякое доделаем. Ну и все, завтра заливка. Глубинный вибратор в аренду взяли. Товарищи на подмогу позвали. Сейчас приедут большие страшные машины. Что-то я очень волнуюсь. На самогонном аппарате такие сидели. На тарзанке катались когда? Я считаю, что я сегодня принял участие в исторической
Все произошло очень быстро. Заказали мы, значит, 12 кубов бетона с запасом марки М300. Приехало 2 машины, одна обычная бетономешалка и одна бетономешалка с бетон-насосом. 2 машины приехали фактически одновременно. Пумик заехал к нам на участок, к нему мы подключили маленькую бетономешалку, сначала ее опустошили, а потом уже работал Пумик. Вся эта канитель заняла у нас буквально чуть меньше часа. Приехали, подготовились, продулись, залили, промылись и уехали. Какая опалубка четкая, Что было ожидаемым, ничего не треснуло и не растеклось. А палубка даже почти не трещала, хотя я жутко волновалась по этому поводу. Без вибратора заливать бетон бесполезно, делать здесь нечего, он обязателен, потому что тыкать все это дело арматуркой — это то же самое, что вилами по воде водить. Вибратором главное работать правильно, не более 3 секунд, потому что иначе весь щебень просто уйдет на дно. В комплекте с бетоном мы заказали гаситель для этого бетона. Это вот такое вот колено обыкновенное, которое якобы должно немножечко его, наверное, замедлять, но на самом деле я был весь в бетоне, брызги летели мне в лицо, в рот, в уши. Если бы у меня не было очок, я бы, наверное, вообще там весь ослеп. Поэтому одевайте одежду не парадную, когда будете заливать. Для маркировки уровня заливки бетона мы использовали линию, начерченную маркером. Не самое удачное решение, но рабочее, потому что если бы мы использовали нитку, как учат некоторые специалисты, у нас бы эта нитка сразу бы куда-нибудь залилась бетоном, уплыла, растянулась. Залили мы 10 кубов бетона, так как мы и рассчитывали, а остатки, которые у нас получились, примерно 2 куба, мы за небольшую плату утилизировали обратно на завод. Или может там где-нибудь в лесу на трассе слили в канаву. По первым внешним признакам вроде бы залили мы все по уровню. Проверять это будем чуть позже, когда снимем опалубку, когда это все подсохнет, когда мы подрежем пенопласт. Там уже будет все ясно. Рекомендуется бетон накрывать пленкой и первые несколько дней увлажнять его водой, чтобы он не трескался и медленнее застывал. Но в нашем городе этого не потребовалось. Фундамент нам вышел вот в такую сумму. Здесь вот более подробно. Ну что, друзья, вот такая ленточка у нас получилась. Мы уже заказали газобетон, стоим в очереди, ждем. А у нас на сегодня все. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить наши развлекательно-познавательные ролики. Также ставьте лайки, напишите нам приятные или очень приятные комментарии. Всего хорошего! Пока!